Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Вы знаете, у нас сегодня выездной стритфудовский выпуск. Но бегать по многим местам мы не будем. Мы нашли довольно интересное местечко. Во-первых, здесь готовят на вынос всякий разный стритфуд. Во-вторых, здесь можно засесть и попробовать вкусного, дешевого пива. Другими словами, здесь отличная, большая, здоровая, длинная улица, где много всяких магазинчиков, где есть рынок фруктовый подальше. Короче говоря, турист, заехав сюда, может нагуляться здесь, всего очень много прикупить, засесть сюда, попить пиво, поесть мясо, морепродуктов и так далее. Я думаю, достаточно типичное вот это местечко можно и обозрить. Давайте это и сделаем. Прежде всего, в таких местах обращайте на цены самых дешевых блюд. Ну и здесь все как положено. Начинаются цены от 35 до 50. Салаты по 90 тысяч, знаете ли, они как по 130 в последнее время, где мы пробовали. Но поэтому, ладно, мы не будем особенно проходиться. Я изначально было попросил говядину, но они говорят, у них ее нет. Поэтому то ли каша какая-то с козлом, то ли еще с чем-то. В общем, приедет. Затем попробуем кальмара, креветки. Что еще турист здесь, в общем-то, хочет себе на стол? Пивка, кальмара, креветок. Ну, может быть, каши и не надо, но какой-нибудь грильная штука. Это будет позже. В целом, блюдо это по соточке. Примерно по соточке и дешевле. Так что очень даже неплохо. Насчет пивка. Обычный светлый лагерь. Где-то может быть очень далеко что-то фруктовое. Мы взяли башню 3 литра. Здесь обычно литр стоит 20 тысяч. Мы даже сейчас не смотрели с Ромкой на цену, тем более в меню ее даже нет. Точная цена вот где-нибудь появится. Но обычно это в районе 20 тысяч донгов за литр. Ждем первое блюдо. В целом здесь достаточно все стандартно, но не менее интересно и аутентично. Да, господа, естественно, вот эти орешки и вот эти вот салфеточки, это все за дополнительную плату. Впрочем, мы обычно этим пользуемся всегда. Надо сказать, первого блюда мы ждали довольно долго. И слава богу, это оказалось не каша. Потому что Рома меня смутил тем, что говорит, чао, это каша. Ну, чао, это действительно каша, но, видимо, пишется по-другому. А это то, что мы и хотели как раз. То есть самим пожарить вот на таком вот, ну, с позволения сказать, шифере. Смазываешь это маслом, там внизу горячущие угли, выкладываешь, жаришь и пробуешь. Здесь разные виды подачи существуют. Кто-то подает горшочек с углями, и ты прям на решетке жаришь. Один из моих любимейших, наверное, обзоров. Вот здесь появится ссылочка. Там действительно классно. Там только ты это заказываешь, и там практически как безлимитка. Знаете, вы заполняете места, позиции, которые вам хочется попробовать и так далее. Ладно. В долгий ящик откладывать не будем. Наливаем масло и жарим. Ну, положили мы немножко рановато, потому что этому шиферу, ну ладно, не шиферу, шифер долбанул, плитке этой нужно хорошенько разогреться дать. Нам принесли ската. Мы думали сначала, что это будет скат на гриле, а он и правда на гриле, потому что нам его на гриле готовили. Но это закусь под пиво. Вот такая вот сушонка. Под нее подается соус. Давайте так и попробуем. О, это неплохо. Мяса много. Имеет свой собственный вкус. Это отличная закуска. Вы знаете, это тот вариант, когда это недорого. Там что-то ценник какой-то кривой, исправленный. Вот точная цена, да? И мне кажется, это вполне себе достойно, Ром. Здесь много мяса. И главное, интересный самостоятельный вкус. Не, под напиток то, что надо. Посолонее, может быть, еще, да? Да, соли не хватает.
Не, прям мясная, да, такая? Да, мяса прям много. Я боялся, что будет... Вот как знаешь, они когда сухую рыбу начинают грилить, и вонючий вкус появляется. Здесь такого нету. Ну да. Ну, потому что там они на солнце, знаете ли, здесь специфический вариант готовки всякой вяльки, потому что они не вялят в нашем понимании. То есть прохладное, теплое место, продуваемое, значит, всеми ветрами, ты ставишь не на солнце, а они как раз наоборот. Есть ветер, нет ветра, по барабану. Выкладываешь на солнышко, сушишь целый день, либо 2 дня. А если ветра нет, ну оно будет с таким с душком. И вот это вот им нравится. А потом они еще, бывает, и грилят. Так, пока у нас тут не сгорело все, давайте попереворачиваем. Да, вот как раз пригаринки появились, то, что надо. О, наконец-то. Только не бывает, они всегда ее грилят, и я спрашивал, почему, потому что именно они ее сушат в таких условиях, что она непригодна для еды, потому что там то мухи на нее сядут, то еще что-нибудь во время. Ну, тут я с тобой не согласен, потому что я сам, когда делаю себе сушонки, у меня защищенная сетка с уровнями, как ее назвать? Сетка с уровнями. Сетка с уровнями. Ладно. Да нет, просто ты-то так делаешь, но большинство из них на солнце сушат. И я именно у вьетнамцев спрашивал, почему вы ее грилите? А именно потому, что они лежат просто на солнце, сушатся, и там то мухи, то еще кто-нибудь. Ну, у меня-то, во-первых, это закрытая сетка, да, как клетка, знаете. А во-вторых, еще я и вентилятор ставлю специально, если ветра не хватает. Так, ну что, Ром? Да, все, вот, раскочегарилось нормально, теперь хотя бы зажаривается. Давайте мы сначала все вот это дело пожарим, а потом уже будем пробовать. Потому что если мы сейчас будем пробовать, у нас угли все прогорят, и мы будем вынуждены просить следующую порцию. С перчиком сразу. О. А это что за часть? Ребро, может? Капец. Рубили вместе с будкой, я понял вас. Хотя это коза, она не в будке живет. Ну ладно, про элитные отрезы нам здесь никто ничего и не говорил, так что докапываться до частей не будем. Намесили, короче говоря, всего подряд. Ну и ладно. Так, ну и еще на один зажар осталось, там чуть-чуть мяса, плюс, давай остроты я сюда накидаю. Вот так. И вот так. И потом бамию еще накидаем сверху тоже. А здесь с какой-то косточкой, я прям не пойму. Ну вот, теперь нормально жарится. Сейчас маслица еще чуть-чуть. Вот так. О, зашкварчало. Дожариваем и пробуем. А вот это отличный закус. Своих денег однозначно стоит. И порция приличная. Ну и наконец-то мы справились с прожаркой всего этого. И, надо сказать, не зря сделали именно так. Потому что мы сделали, по большому счету, 2 блюда. Отдельно пожаренная и полностью готовая у нас козлятина. А это больше похоже на салатик с мясом, соответственно, тушеный. Начнем с чисто мяска. Где тут кусочек какой-нибудь? О, и с остротой сразу. Заценим. Я ожидал, будет жестче. Шкура прожевываемая. Вполне. О, а вот и острота подъехала. Ребята, это вкусно. На удивление мягкое. Промаринованное. Насыщенное, как будто бы сырное. Ром, да это охренеть как вкусно. А почему так? А знаешь почему? Вот этот соус, который тофу ферментированный, он, видимо, когда поджаривается, у него какой-то сырный аромат появляется. Это действительно реально очень вкусная штука, вот как мы там пожарили.
И еще остринка очень приятная, мне нравится. Ну да, остроты немного есть. Я хоть и вот целую дольку перца съел, она, ну, для кого-то, наверное, поджигающая. Но в целом, да, такая приличная бамия. Ну, кайф. Здесь более вязкий вкус. До десятка, Ром. Да? Однозначная десятка, вопросов нет. Я не ожидал. Просто не ожидал. Ценник вполне себе адекватный, а за такой вкус более чем адекватный. Бамию тоже хватай, действительно. Я уж попробовал. А, попробовал? Я знаешь, что не ожидал? Что вот этот вот соус, который ферментированный тофу, который многим покажется вонючим, при вот нагревании он как-то раскрывается и совсем по-другому Да, ощущается. это правда. Это Рома верно подметил. Они, кстати, нам дополнительно еще здесь вот этого самого соуса дали. Я даже не уверен, нужно ли это нам пробовать. Но для видео мы, естественно, это и сделаем. Давай замешаем и попробуем кусочек мяса вот уже кунуть сюда. Ну да, это и правда для фанатов этого соуса. Это концентрат того, в чем мы обжаривали. Если нравится, да, не вопрос. Роман, вот ты говоришь, вот этот тофу ты сразу узнаешь, и он тебе, в общем, нравится. А тебе в каком виде вот больше сегодня понравилось? Ну, это ты и так прекрасно знаешь. Обжарено в нем или вот и в нем тоже попробовать? Ну вот сегодня первый раз попробовал, чтобы в нем мясо было обжарено, и мне намного больше понравилось. Именно вот когда он Именно в обжаренном? Да. Ага. Ну, на самом деле, здесь получается как? Небольшие кусочки. Пикантности добавляет. Но это сегодня находка. Нас еще дальше ждет некоторые вещи. Но я надеюсь, они будут не хуже, потому что это, ну, просто классное блюдо. Однозначно, вот в стритфуде мы такое не часто встречаем. И вот такая подача, ты сидишь, отдыхаешь, у тебя кега, пиво, значит, мясо прекрасное, вкусное, с интересным ароматом и так далее. Ну, да, это местный колорит. Ладно, поехали далее. У нас там уже лежит следующее. Что нужно еще туристу, заезжая в экзотические страны? Да, конечно же, поесть креветок. На остроту и соусы они здесь не скупятся. Мы взяли блюдо, креветки, которые приготовлены на пару из пива. Почему бы и нет? Чистится отлично. Пока что, смотрите, ну прям, собственно, вот. Да, это прекрасная креветка. Хрустящая, сочная, сладкая. Я, признаться, немножко удивлен. То, что здесь вот в середине Фонтиета вот действительно качественные, хорошие креветки. Когда ты это встречаешь где-то на берегу, знаете ли, это не вызывает никаких вопросов. Там вызывают вопросы, почему у вас не такое. А здесь, да, просто здорово и кайф. Добавить нечего, цена неплохая. 130 тысяч донгов за 10 креветок хорошего размера, с полладошки. Ром. Хотел уточнить, что это не середина Фонтиета, а конец Фонтиета. Ну хорошо, конец Фонтиета. Отличные креветки. Просто класс. А, Ромка чистит так, чтобы ему весь панцирь достался, он любит с панцирем. Не, я люблю маленький с панцирем, а большой я всегда от панциря ощущаю. А, тогда ты просто неправильно чистишь. Роман, ну и быстренько тоже восхитительные эпитеты по поводу креветочек. Да, это просто идеально. Они идеального размера, хорошей цене, Да. хорошее количество, наисвежайшие и не переготовлены. И вы знаете, здесь я должен сказать следующее. Внутри Фонтиета встречаются места,
где, к сожалению, они халявят. Где подают креветки не вот такого качества. А ты ешь ее, она отламывается, как, ну, понятное дело, замороженные. Честно говоря, здесь это, ну, на мой взгляд, просто недопустимо, потому что каждое утро приезжает куча огромная кораблей, которые выгружают это тебе все в порту, и у тебя свежайшие, прыгающие, живые креветки есть. Точно так же во льду моряки, которые уходят надолго, они привозят это дело во льду. Никаких вопросов, почему здесь у кого-то, видимо, не очень добросовестного, встречаются креветки другого качества, я понять не могу. Вот, так они должны быть. И это место меня радует креветками. Ну а как бы нам вкусно не было, но нужно ехать далее. Продолжаем. Ну и что ж, вот оно. То, что у них здесь грилится, и то, что они здесь обычно продают на вес. И, соответственно, ох ты, не вытаскивается. А я хочу вытащить вот. О! Есть. Веревка досталась. То, что они продают, соответственно, человек приехал такой, мне граммчиков 300, значит. Ему отрезают, нарезают, нарубают, и готово дело. Вот это стритфудовская руля, которая здесь очень котируется. Ой, шкурятка хорошо режется, ребятки, да. И внутри начинена чем-то. Это не просто вам руля. Косточка вынута, а внутри какие-то специи. Так, по-моему, это не наш размерчик. О, вот это другое дело. Вот так. Ну вы посмотрите, а. Ну и что же, давайте отведаем. Где тут у нас мяско. Ну вот, когда кусочки поменьше, да, этот нож не особо справляется. О, топорик-то, очевидно, поострее. Ну и для начала без всего. Шкуру отдельно погрызу. Пятиспецово. Нежное мясо. Единственное, что у меня вызывает, может быть, некоторые вопросы, что шкура, скорее всего, будет достаточно сложной жвачкой. Сейчас посмотрим. Не особо сложная, но пожевать. Это приятная жвачка. Это, ребят, то, что нужно под напиток. Рулька мяса. Без кости. Лишнего, как говорится, ты за вес не переплачиваешь. Шкура, конечно, достаточно сложная. Поэтому вот как я первый кусок вот такой вот большой отрезал, наверное, я переборщил. То есть нужно все-таки такими более тонкими дольками. И, знаете, тогда будет прожевываться нормально. Ну, то есть, действительно, ну, вы сами понимаете. По поводу же мяса, нежнейшее. Внутри много трав. Это напоминает 5 китайских специй, но это не 5 китайских специй. Такое впечатление, что, может быть, здесь даже тот самый тофу, но я не уверен. Ром, ну ты посмотри, здесь какой намес из специй, а? Вы зацените. Ну это ж вообще капец, напихали. Это самостоятельное, полноценное, крутое блюдо. Там внутри просто взрыв ароматов и вкусов. Вот такой тоненький. Ну-ка, получится? А чё бы, как говорится, и не получится? М? Ну вот. Иди сюда, мяско. Не, это самостоятельный вкус. Вот когда я глубже забурился, тут уже даже корицы этой особо не чувствуется. Здесь пошли в ход другие травы. Что за травы, я различить не смогу, Ром. Вот, попробуй изнутри. Я уже попробовал.
Вот здесь дальше глубже другие вкусы. Попробуй. Ну, Роман, что тут еще можно добавить? Слушай, мне очень понравилось вот эти вот специи, ну и само мясо. Это чем-то напоминает вот китайские 5 специй, но Да. это какой-то вьетнамский вариант китайских 5 специй, что тоже очень хорошо. Насчет шкурки я надеялся, что она будет хрустящей, но она вот реально как жвачка. Что Ну тоже да. неплохо, это тоже хороший вариант. Ты знаешь, вот здесь единственное, да, хотелось бы, конечно же, чипсину. Чтобы вот эта шкура была чипсиной, которую ты такой раз отломил, и она такая проживалась, прохрустела. Ну, это, знаете, ну, не каждому, во-первых, дано повару такое приготовить, а во-вторых, для этого нужно, ну, заранее сильно подготовить уж очень эту рульку. А у них здесь они, да, и приготовить в моменте. А они здесь, у них они висят, крутятся, вот они вечером там в районе 4-5 вечера открываются и где-то в районе 10 вечера заканчивают работать. Это стритфуд, он весь так работает. И, соответственно, он же не знает, сколько у него сегодня купят. Ну, поэтому это сложности. Соответственно, вот шкуру так готовят. Хотя в целом, ну, можно было бы поэкспериментировать. То есть и огромный жар, плюс понатыкать. И вот в моменте, значит, когда человек приходит, такой просит. Ну, это, я уверен, будущее вьетнамского стритфуда, когда они еще и шкуру будут делать вот эту вот самую чипсину хрустящую. В другом же, да все отлично. Ребята, шкуру можно съесть. Вкуснейшее, нежное мясо. Может быть, где-то чуть-чуть суховато. Но для того вы сюда и приехали попить напиток и съесть мясо. Морепродукты свежие. Короче говоря, давайте-ка быстренько итоги подводить. Ну, отличный стритфуд. Только шумят. А, так это он эту рульку кому-то поперек разделывает. Пошумить немножко и хорошо. Светофор переключился и пошла жара из байков. Вы знаете, что я хочу сегодня сказать? Да это отличнейший стритфуд, в который мы здесь сегодня заехали. Напомню, мы не обязаны были здесь сидеть. И вы, соответственно, будучи здесь туристом, не обязаны этого делать. Вы приехали, заказали, вам нарубили, вот это все упаковали, естественно, с собой, и вы дальше помчали по своим делам. Пожалуйста, просто здесь, конкретно в этом месте, достаточно редко и вкусно готовят. О чем я говорю? Есть много стритфудов. Здесь вот, например, продаются фобо и буньбо. Это супчики и лапша. И вы знаете, Ром, вот ты как бы эти места должен знать. Вот здесь вкусный фо. Отлично. А, здесь отличный. Потому что в некоторых местах, например, когда мы брали, он очень сладкий. То есть не в каждом-то стритфуде вам именно зайдет. Но конкретно в этом месте мне зашли все блюда, которые мы попробовали. Сушонка под пиво замечательная, креветки, да просто выше всяких похвал. Это свежайшие, отличные креветки. Я даже, можно сказать, немножко удивлен. По поводу рульки, ну, тут все замечательно и здорово. Шкурятину, ну, они так готовят. Может быть, в будущем что-то изменится. Другими словами, да, если приехали во Вьетнам, то обязательно заскакивайте в такие места. Напоминаю, точки всегда на места, которые мы посещаем, в описании. Не забывайте смотреть перед тем, как сюда выдвигаетесь. Потому что многие уже люди, приезжая сюда, обращаются ко мне через Telegram, ну а я им, соответственно, помогаю здесь с проживанием, с симками, с байками. Ромка занимается поездками разными по путешествовать здесь. Это все можно уже тоже реализовать через нашу телегу. И, конечно же, огромное спасибо тем, кто уже поддерживает наш канал. Это можно сделать через подписку на Boosty, Patreon или сделать разовый донат. Благодаря именно вашей поддержке у нас по-прежнему получается здесь снимать и радовать вас контентом. Я надеюсь, вкусным контентом. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. А там еще одна рулька жарится. Рома чистил креветку. И это не потому, что она плохо чистится. Зато какаха сразу удалилась. Вот. То ли не разогрелась еще, то ли что. Сейчас, может, первый блин комом, как говорится. А что глянул? Да там вообще нормально так. Со всей дури, как говорится, от души положено. Не, ну это слишком. Ром, помоги мне отцепить.